Всем привет, это ICO Talk, я Елена. Сегодня у меня в гостях Руслан Тулушев, генеральный директор и основатель проекта Сторика. Руслан, добрый день, спасибо, что вы сегодня с нами. Здравствуйте. Ну что ж, Руслан, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о вашем проекте, что эта платформа из себя представляет, как она работает. Сторика — это не совсем какое-то что-то революционное, или сейчас часто очень ждут от проектов в блокчейне, что предложат что-то невероятное, что там что-то взорвет. Вот, это, я писал, мы проект уже тот, который использует технологии блокчейна, не тот блокчейн, который строится, да, а то, что ребята сделали в блокчейне, вот все эти преимущества, которые есть в блокчейне, мы используем уже в классическом бизнесе, очень большом бизнесе, наверное, практически самым крупным, который существует в интернете, это e-commerce. Вот, и мы используем все плюшки, новшества и все, что придумал блокчейн в рынке e-commerce. Это достаточно большой пул вещей, куда мы интегрируем. Значит, наверное, можно по очереди, да, рассказать. Есть там 5 точек имплементации технологий блокчейн. Вот, значит, первое – это гарантии для покупателей и каким образом происходит взаимодействие между продавцом и покупателем. То есть если мы сейчас возьмем классические маркетплейсы, либо какие-то доски объявлений, да, то нам достаточно трудно довериться продавцу, если мы его не знаем, тем более, если он с другой страны, говорит на другом языке, и вообще непонятно, приедет ли мне тот товар, который я купил. Да, есть крупные маркетплейсы, либо магазины, которые гарантируют самостоятельно качество товара, либо возврат товара, но, значит, это все происходит обычно только по товарам, которые промышленное производство, да, это электроника, какие-то книги, какая-то одежда, которая производится известными брендами. И тогда действительно продавцы гарантируют, что мы вам вернем деньги. Но если вы имеете дело с мелкосерийным производителем и другого континента, то таких площадок практически не существует. Есть, конечно, какие-то решения отдельные, которые похожи на Сторику, вот, и частично дублируют тот функционал, который мы предлагаем. Но в общем объеме таких площадок нет. То есть мы даем гарантию за счет того, что средства, которые перечисляются от продавца, то есть точнее от покупателя к продавцу, держатся на смарт-контракте до того времени, пока товар не дойдет до последней точки. Вот, при этом посередине транспортировки мы выступаем как центр квалификации, проверяем, насколько товар соответствует описанию карточки товара. Работает следующим образом. Продавец перед тем, как отправить товар покупателю, доставляет его в центр квалификации Сторика. Мы его открываем, смотрим, насколько он соответствует карточке товара. Если товар соответствует, тогда мы ставим отметку в цепочке доставки, что товар соответствует, и продавец является ответственным лицом, и если что-то и произойдет в результате транспортировки, это уже не его ответственность. Значит, это уже ответственность логистической компании, с которой мы самостоятельно будем разбираться, каким образом вернуть с нее деньги. Значит, отправляется товар, тем временем вы экономите, как покупатель, огромное количество времени, если вдруг что-то произойдет на том же самом, например, там, AliExpress, вы можете купить товар, да, вам вернут деньги, но вы потеряете 3 недели. Как раз про Али, да, хотела сравнить, да. Вы можете заказать себе, там, не знаю, костюм, например, на Хэллоуин, вот, он вам приедет за 2 дня до Хэллоуина, вы откроете, там будет другой размер или другой цвет или еще что-то. Да, вам вернут деньги назад, но праздник уже будет испорчен. Вот, в нашем случае мы увидим это еще до того, как товар поедет к вам, и сразу моментально вернем продавцу некорректный товар, если он не соответствует, или он не работает, или еще что-то с ним. И известим вас, как покупатель, что товар не соответствует описанию, и лучше его, в смысле, заказать что-то другое на площадке. Ну и поставим негативную оценку продавцу о том, что он привез некачественный товар. Чем ниже рейтинг, тем вы будете, как покупатели, все видеть, что есть вероятность, что вы закажете, а привезут что-то не то. Ну и снижается доверие собственных магазинов. Вот. Соответственно, как только товар, мы даем вам трек-код, товар к вам едет, вы видите, как он, в какой точке находится, как только он приезжает в конечную точку, то есть вам коробочку вручили в руки, смарт-контракт срабатывает, деньги отправляются продавцу,
Вот, и они как бы у продавца. Но у вас еще будет примерно 14 дней на то, чтобы открыть коробку, проверить товар. Если вдруг там что-то случилось в логистике с товаром, он там поцарапался, покорябался, там разбился, то вы можете подать на арбитраж, и мы вам вернем деньги от компании и будем самостоятельно разбираться с логистической компанией, что пошло не так с товаром. Все товары застрахованы, которые будут проходить через площадку, поэтому в большей степени страховые компании будут возмещать убытки по порче товара. Поэтому покупатель останется со своими деньгами, продавец со своими деньгами, логистическая компания останется со своими, страховая компания заплатит нам деньги. Вот, как-то так примерно. Так, а вот вы сказали, что блокчейн в нескольких местах. Да, это первое. Да, это первое. Это вот логистика и платежи. Значит, второе. Мы видим большой в течение последних 2 лет увеличивающий спрос со стороны продавцов на услуги новых медиа, так называемых. Это блогеры, это новые СМИ, которые появляются, которые ведут свою деятельность полностью в интернете, вот как вы, да. То есть это огромное количество людей, которые собирают в себя огромные аудитории. И Инстаграмы некоторых людей уже по своему медиадавлению больше, чем крупнейшие телеканалы. Да. Поэтому у этих людей есть возможность вызывать спрос у аудитории. То есть, например, классические все маркетплейсы, которые сейчас построены, они построены для людей, которые приходят с конкретным запросом. Есть поисковая строка, когда вы приходите, говорите, у меня есть конкретное желание купить новый телефон. Вот он 3 ноября выходит, я пошел искать, вы вбиваете и ищете, какой из магазинов быстрее и дешевле вам привезет. Так, значит, а у вас как будет? Большинство товаров, которые будут представлены на Сторика, не относятся к товарам, у которых ярко выраженный спрос. Обычно спрос на эти товары возникает после того, как какой-то опиниум-лидер, либо какая-то группа людей начинает пользоваться этим товаром. Какие-нибудь, например, красные галоши, которые вдруг стали очень модными после того, как какой-то блогер начал их носить. Вот. Значит, мы, соответственно, делаем платформу внутри Сторики для опиниум-лидеров, которым даем возможность бесплатно заказывать товары с площадки, тестировать их, и в случае, если им нравятся, они могут рассказать своей аудитории об этом товаре и дать им реферальную ссылку на покупку этих товаров. Соответственно, опиниум-лидер сможет получать бесплатно товары, тестировать и получать очень хороший процент с продаж тех товаров, которые будут размещены на Сторике. А для продавцов это постоянный новый канал, расширяющийся для, так сказать, не совсем бесплатно, то есть вы даете возможность протестировать товар, рассказать огромной аудитории и поделиться частью своей прибыли от продаж с опиниум-лидером, который вам помог. То есть это тоже платформа, построена на блокчейне, где прозрачно видно, какое количество людей перешло, кликнуло, купило, сколько людей получили доставку, да. Вот. Это вторая часть, то, что построено на блокчейне, взаимодействие между продавцом и владельцами трафика, я бы так сказал. То есть это люди, потому что там разные есть. Есть опиниум-лидеры, есть просто владельцы трафика, да. Вот. То есть это тоже платформа, построенная на блокчейне. Третье – это платежи. Классические просто криптовалюты, биткоины, эфиры и все остальные, больше 70 уже валют, которые конвертируются хорошо в нескольких парах. Это третье. Четвертая часть – это наше взаимодействие как площадки с нашими инвесторами, нашими комьюнити. Значит, мы будем первой компанией... но у вас не только крипто будет приниматься, да, фиатные деньги? Да, не только, да, фиат тоже, мы прекрасно понимаем, что крипта сильно развивается, но огромное количество людей захотят... Еще не привыкли. Да, просто с карточки или еще какие-то деньги, у них другие какие-то цифровые электронные деньги. Вот, это ничего не отменяет, мы будем работать с фиатными деньгами, причем ставка по фиатным деньгам будет очень низкая, то есть мы предполагаем, что ставка комиссионных для магазинов будет примерно 2,9%, это меньше, чем предлагает тот же самый Али или Amazon. То есть, у нас есть хороший банк-партнер, который предлагает нам очень хорошие условия, и мы этими условиями поделимся со всеми мерчантами, которые будут, со всеми магазинами, которые будут стоять на площадке. Понятно. Вот. Значит, с фиатными деньгами все нормально будет. Вот.
Четвертая часть имплементации – это взаимодействие наше с инвесторами комьюнити. Значит, все показатели компании будут доступны всем владельцам токенов STQ 24 часа в сутки, 365 дней в году. Какое количество магазинов, какой средний чек, значит, сколько заказов проходит сейчас, сколько в доставке. Вот. И мы будем максимально открыты с инвесторами, и если они захотят увидеть какой-то показатель, то мы обязательно добавим его на дашборд, который будет доступен, опять же говорю, всем держателям токена. Если у вас токены, вы заходите в внутренний сервис на сторике и видите все бизнес-показатели компании. И сможете принимать решения о покупке либо продаже токенов на бирже просто на уровне, там, куда ветер дует, и там в каком-то чате что-то сказали, а на реальных показателях компании. К ICO перейдем. Для чего проводите ICO? И, для начала скажите, какой хардкэп? Значит, мы сейчас закончили pre-ICO. Вот, у нас прошел пресейл и pre-ICO, в результате которого мы привлекли 4426 эфиров. Это примерно где-то $1 300 000, наверное. Я не знаю, какой там курс сегодня. Здорово. Мы это сделали за 5 дней. Значит, примерно 400 человек участвовал в нашем pre-ICO. В первую очередь, задачи у нас есть задачи на pre-ICO, есть задачи на ICO. На pre-ICO нам нужно было проверить команду, насколько мы готовы к основному ICO, где у нас слабые стороны, и усилить те вещи, где мы там не успели. То есть мы достаточно тяжело нам было работать с комьюнити, мы сейчас развиваем эту часть. У нас не все понятно было с точки зрения лигала, и некоторые наши американские потенциальные инвесторы не участвовали в pre-ICO, потому что они ждут, когда мы проясним условия именно для них. Вот, поэтому мы этим занимаемся. Вот, мы тестируем источники трафика, где, какие страны, на что реагируют. Вот, работаем с комьюнити. Вот. И в первую очередь нам важно было понять, насколько мы можем ясно выразить наши мысли словами и донести их до нашего комьюнити, до наших инвесторов, насколько они понимают, что мы хотим сделать и на какую гору мы идем и что хотим сделать. Вот. Значит, Окей, а на ICO какие цели? На ICO, значит, у нас в большей степени уже цели именно по фандрайзингу денег. Значит, задача, сейчас мы корректируем наши цели с нашими консультантами, вот, и мы объявим где-то в течение 2-3 дней наш soft cap и hard cap, вот, ориентировочно наш средний, типа soft cap, наверное, medium cap нет, какого-то посередине, то есть мы ориентируемся примерно на сборы где-то $25 миллионов, вот, соответственно, soft cap будет чуть пониже, hard cap будет чуть повыше. Насколько ниже, насколько выше, мы в ближайшие несколько дней объявим. Вот. В результате мы $1 300 000 привлекли на pre-ICO, примерно планка наша вот такая будет. Окей, зачем вам нужны деньги? Основные этапы развития компании? Значит, основные этапы развития компании. У нас платформа сама построена примерно где-то на 80%, и мы попробуем, очень хотим сделать предновогоднюю распродажу уже в этом году, запустить где-то с 18 по 25 декабря. Какое-то ограниченное количество магазинов и товаров мы попробуем выставить на распродажу. Вот, но мы это сделаем только в случае, если будем на 100% уверены в работоспособности платформы. Поэтому нам нужны деньги, в том числе на продукт еще. И, возможно, мы где-то недели через 2, через 3 откроем уже двери для всех магазинов, которые захотят выставляться на сторике, будем тестировать, как мы будем обрабатывать поток товаров, модерацию, помощь в копирайтинге, в упаковке товаров, фотографии, видеообзоры. Вот, поэтому на это все тоже первые деньги оттуда пойдут, которые мы на pre-ICO собрали. На ICO это достаточно большая сумма. Мы ее потратим на несколько рынков. То есть это рынок азиатский, американский рынок, рынок Бразилии, европейский рынок, Южной Кореи, Китай. То есть мы сейчас уже начинаем развивать эти сообщества и собираемся присутствовать сразу во всех основных рынках, где мы собираемся работать как с инвесторами, так и с магазинами и с покупателями. Ага, по pre-ICO расскажите уже, откуда в основном инвесторы? Так как наш домашний рынок – это российский, примерно 40% денег было из России, вот, и все остальное – это по всему миру. Всего понемножку.
Говорю, мы только к основному ICO подготовимся с точки зрения лигала по китайскому рынку, по японскому, по Южной Корее, по американскому рынку самому большому. Вот. У нас домашний рынок сейчас самый большой. 40% это Россия. Мы планируем на основном ICO примерно 60% привлечь с североамериканского рынка, 20% с азиатского и 20% с остальных. Ну, с домашнего региона, я думаю, будет у нас от 5 до 10%. А вообще, как видите развитие рынка ICO в России? Ой, я не по поводу ICO, наверное. Лично ваше мнение, да, по поводу перспектив, по поводу будущего. Я думаю, что ребята, которые сейчас делают, и прямо сейчас это делают, и сделают это до введения регулирования какого-то, смогут на 2-3 шага уйти вперед. То есть пока есть возможность привлекать капитал по такому формату, когда ты можешь быть абсолютно прозрачен для инвесторов, но при этом оставлять 100% управления компанией за собой и вести ее только туда, куда идет твое видение, да, это большая уникальная возможность для предпринимателей, когда ты можешь советоваться со своими адвайзерами, очень крутыми, но при этом ты вправе выбирать, куда пойдет компания. У тебя как бы нету больших ограничений с точки зрения того, с какой скоростью ты можешь двигаться. Потому что компании, которые сейчас есть, привлекли деньги на ICO, развиваются кратно быстрее, чем те, которые привлекают акционерный капитал. Потому что уровень принятия решения намного быстрее. Внутри команды приняли решение, сделали. А когда у вас классическая схема управления, вам нужно собрать совет директоров, со всеми решить, подписать бумажки, все провернуть, дождаться, у всех кончатся отпуска, вот, и только потом что-то сделать. Понятно. Вот, а про ваших крутых адвайзеров расскажите, вообще про команду расскажите. У нас пока нету очень крутого адвайзер-борда, мы очень работаем над этим, вот, и у нас есть хорошие адвайзеры, крутые российские, значит, у нас по e-commerce у нас консультирует Сергей Федоринов, это бывший генеральный директор и основатель Юлмарт, это крупнейший маркетплейс или e-commerce компании в России, входит в топ-10 европейских компаний. Вот он нас консультирует по тому, как правильно выстраивать вот эту логистику с точки зрения quality assurance, какие точки, метрики нужно использовать по e-commerce компаниям. Вот. Мы сейчас в большей степени, на самом деле, захвачены взаимодействием с комьюнити. Нам надо понимать, правильно ли то, что мы за время pre-ICO, подготовки к pre-ICO за 1,5 месяца наш white paper вырос в 3 раза, то есть по размеру. Вот, сейчас он уже 37 или уже 39 на странице, он растет постоянно, что мы очень прислушиваемся к комьюнити, вот, и там, может быть, кто-то думает, что мы ничего не делаем. Я, например, читаю все абсолютно сообщения, которые проходят и в нашем английском чате, и в русском чате. Сейчас еще у нас добавятся китайские, тут, наверное, мне будет сложнее, конечно, но я буду, Google переводчик мне будет помогать. А команда самого проекта большая? Сейчас порядка, наверное, 15 человек у нас, все можно посчитать, я сейчас на память их. Значит, мы с Женей вдвоем работаем. Значит, у нас есть маркетологи, которые занимаются трафиком, 3 пиарщика, значит, 5 разработчиков, проекты, дизайнеры, комьюнити, 5 человек. Примерно человек 15, да? Это 15 где-то, да. Понятно. Давайте на негатив немножко посмотрим. Если не наберете даже софт, что с проектом будет? Будете другие источники финансирования искать или просто закроете проект? Мы рассматриваем сейчас параллельно, в том числе вот перед тем, как присоединиться к этой беседе, значит, мы встречались в том числе и по венчурному финансированию. Есть спрос со стороны венчурных капиталистов проекта. Вот, мы уговариваем все-таки приобрести токены вместо акций. Вот. Они немножко пока не совсем понимают, как это, или там опасаются немного этого, или как-то там немножко новое для них, вот, потому что они любят сесть в совет директоров, там, прописать кучу условий, что вы можете делать, что не можете делать. Конечно. Вот. Рассматриваем. У нас есть капитал, на самом деле, достаточный для того, чтобы развернуться на локальном рынке уже сейчас. То есть при наших результатах сейчас с привлеченного капитала на pre-ICO и денег, которые были инвестированы ранними инвесторами, достаточно для того, чтобы
в следующем году выйти на локальный рынок и показать уже какие-то результаты, да. После чего можно там следующие какие-то раунды привлекать. Но мы на самом деле, у нас очень хорошие консультанты. Вот, мы в ближайшее время уезжаем в Соединенные Штаты, будем работать с крупными инвесторами там. Мы сейчас начинаем работать с крупными инвесторами здесь, на постсоветском пространстве, с китайскими инвесторами, с индийскими инвесторами. Вот, я думаю, что SoftCap будет привлечен в достаточно короткий период времени. Вопрос просто, соберем мы либо весь хардкап, либо мы не дойдем до него. То есть мы для себя задачу таким образом ставим. То есть мы изначально пойдем как бы на ICO, точно поняв, что мы привлечем необходимую сумму, тогда мы будем запускать ICO. Понятно. Про ваши токены расскажите, пожалуйста, как их можно использовать и в чем основные преимущества для инвесторов? Токен у нас, значит, опять имеет 5 точек имплементации. Значит, первое, то есть мы создаем с нескольких сторон. Во-первых, значит, токен – это самая будет выгодная точка расчета внутри площадки. По ней будет отсутствовать комиссия для продавцов и покупателей. Вот, то есть расчеты в токенах будут бескомиссионные внутри. Мы будем работать с продавцами, чтобы большинство распродаж, спецусловий были выставлены именно в STQ. Вот. Часто есть такой вопрос, а что будет, если STQ там начнет 10 раз там расти, и тогда это стоит 10 раз дороже. На самом деле система построена следующим образом. Продавец выставляет, мы прекрасно понимаем задачи как бы продавца, он выставляет стоимость не в криптоденьгах, а в фиатных деньгах. И система автоматически постоянно делает онлайн-расчеты, сколько это будет стоить в крипте. Но при этом он всегда может выставить отдельно стоимость в STQ, потому что именно за STQ он сможет покупать внутренние услуги площадки. Все, что будет продаваться для магазина внутри платформы, размещение товаров, оплата комиссии, обслуживание колл-центра, маркетинг, упаковка товаров, все это продается за STQ. Поэтому, значит, у нас будет постоянный спрос со стороны магазинов. То есть вот при наших прогнозах общая оборачиваемость всех выпущенных токенов будет равна примерно от 2 до 3 месяцев. То есть это полный оборот. Значит, магазины расплачиваются, максимально выгодные условия для продавцов и покупателей за STQ. Третье, это как раз то, что я о чем рассказывал. Вот для опиниум-лидеров они смогут получать либо STQ, скорее всего STQ, и менять уже в каждом своем локальном регионе либо на другую валюту, чтобы получить либо биткоин, либо доллары, либо какие-то там свои. Потому что трансграничные платежи достаточно затрудняют взаимодействие между людьми. Если есть опиниум-лидер в Бразилии и продавец валенков в Тюмени, им достаточно трудно делать друг другу переводы какие-то. Да. Если мы это переводим на любую крипту, биткоин либо STQ, это становится просто. Вот. Важно, чтобы просто монета была конвертируемая, доступна на большом количестве бирж. Вот. И ее можно было поменять на какие-то свои деньги. Вот. Это третья часть. Четвертая – это достаточно большой комьюнити, который будет помогать локализовывать продукт. То есть у нас на платформе можно будет зарабатывать, локализовывать на локальные рынки, то есть специфически, там, допустим, есть какой-нибудь отдельный диалект индийского языка. Если люди, то есть они пройдут сертификацию, смогут переводить описание товаров на свой язык, они смогут получать денежные средства за эту работу именно в STQ. Магазины смогут им платить тоже в STQ. Тоже понятно, почему-то это как бы удобно, когда нету этих межбанковских каких-то платежей. Вот. То есть вы можете быть платить любой валютой и не беспокоиться о том, как это работает. То есть мы будем работать внутри. Так, это фотографии. Все, да, и конверт собственно, между валютами будет тоже через STQ происходить. Это 5-я точка интеграции. Понятно. Ну что ж, Руслан, тогда давайте, чтобы резюмировать, скажите мне буквально в 1 или 2 предложениях, зачем мне, как инвестору, вкладывать деньги в Сторику?
У вас есть два возможных варианта. Первый, вы потенциально магазин будущий, который хочет размещать свои товары. По факту вы можете купить сейчас в 10 раз дешевле токены, и ими вы воспользуетесь уже через 2-3 месяца, пользуетесь услугами площадки, и вам это будет в 10 раз дешевле. Потому что для магазинов стоимость одного токена будет 3 цента уже на площадке продаваться, либо они будут выкупать это на бирже. По факту мы сейчас инвесторам продаем токен 10 раз дешевле, потому что он сейчас продается по цене один эфир это $300 за 100 тысяч STQ. Вот. Как только выйдут магазины со спросом, со своим, внутренней на площадке цена будет 3 цента, либо они смогут купить на открытом рынке. Если на открытом рынке кто-то захочет продать за 2 цента, 1 цент или еще дешевле, то им будет, конечно, выгоднее. Вот. Поэтому наша задача максимально увеличить количество магазинов, которые будут вызывать постоянный спрос, чтобы цена была близка вот именно к 3 центам, возможно, даже больше. Вот. Ну а дальше, если вы как инвестор рассматриваете, то я вам, в принципе, как магазину все рассказал. То есть вы можете либо чуть-чуть подождать, пока дойдет спрос, либо покупать товары со скидками на площадке. Но если вы хотите заработать, ваша задача просто дождаться, пока количество магазинов на площадке достигнет того уровня, чтобы спрос был на уровне предложения со стороны инвесторов. Ну что ж, все понятно. Ладно, Руслан, спасибо большое за ваше время, спасибо за интервью. Спасибо вам. Ну, а я напоминаю, что у меня сегодня в гостях был Руслан Тугушев, генеральный директор и основатель проекта «Сторика». Подписывайтесь на наш канал и смотрите больше интересных интервью. Пока.